Краб-царевич. Индийская народная сказка. Жил давным-давно у реки старый Мурия со своей женой. Вырубили они кусок леса и на новом поле посеяли рис. Только он дал побеги, как краб, как Рамал-Куар, повадился что ни день выходить из реки и рис поедать. Старик отчаялся, спрашивает жену, что ему теперь делать. Она ему велела смастерить из бамбука ловушку. Сделал он такую ловушку и поставил ее на том месте, где вода с поля в реку сбегала. Раз видит, попался в ловушку краб. Только он топор поднял, чтобы его пристукнуть, а краб и говорит: «Батюшка, не убивай, лучше возьми меня жить к себе в дом». Старик взял ловушку вместе с крабом, повесил ее на топорище, топор на плечо положил и пошел домой. А старуха в это время рис обдирала. Старик позвал ее поглядеть, кого он поймал. Она, как краба увидела, камнем на него замахнулась, чтобы убить. А краб ей говорит: «Матушка, не убивай, лучше возьми меня жить к себе в дом». Старуха пустила жить краба в уголке на веранде. 8 дней прошло, и Раджа позвал крестьян на бегар, урожай ему собирать. Старуха говорит: «Вся молодежь из деревни на работу идет, а мы кого пошлем от нашего дома?» Краб отвечает: «Я за тебя пойду, матушка». «Куда тебе, сынок? Там тебя насмерть затопчут». А краб не послушался, привязал к клешне серп и пошел в поле. Увидели его сельчане, кричат: «Иди прочь отсюда, а то мы тебя прикончим! Иди-ка ты на поле к дочке нашего Раджи!» Краб и пошел на поле дочери Раджи. Там он сбросил свою крабью шкурку и обернулся пареньком красоты неописуемой. Работал он прилежно и убрал чуть ли не все поле. В полдень настало время обедать. Жены и матери понесли работникам в поле еду. Дочка Раджи тоже пришла. Большой горшок каши на голове принесла тем, кто на ее поле работал. А народ смеется, кричит ей: «У тебя на поле работает краб! Не забудьте его накормить!» Девушка пошла к своему полю. Паренек ее, как увидел, сразу в крабью шкуру обратно влез. Присела девушка и стала пробовать его кормить. Кладет кашу в щель, думает, что кормит, а вся каша на землю валится. Стала она тогда класть рис понемножку ему на клешни. Тогда-то краб и принялся есть. Когда ел, девушка ушла. Тут и народ со всей работой справился. Раджа позвал всех пировать, свининой угостил и вином. Краб пришел вместе со стариком и старухой, сел с самого края. Дали ему малость свинины, под клешни положили и вина налили в чашку из листьев. Краб так напился, что старухе пришлось завязать его в уголок сари. Так в узелке домой и понесла.
Прошло несколько дней, и дочка Раджи затосковала. В рот ничего не берет и все сидит себе в углу лицом к стенке. Раджа пришел посмотреть, что с ней такое случилось. А она ему говорит: «Почему ты замуж меня не выдаешь? Надоело мне дурой торчать у тебя во дворце». Тут Раджа созвал самых богатых и самых красивых царевичей со всех концов света. Приехали и из Мандлы, и из Канкера, и из страны Ории. Только никто из тех женихов девушке не понравился. Наконец позвали и своих, деревенских. Краб тоже пришел вместе с другими и сел поодаль от остальных. Девушка всех обошла с гирляндой в руках и надела ее не на кого-нибудь, а на краба. Все над ней смеются, она внимания не обращает. И сделала так 3 раза подряд. Раджа говорит: «Не смейтесь над ней. Такая уж наша судьба. Пусть это краб, но он, видно, и вправду будет мне зятем». Устроил он свадьбу и поженил свою дочь и краба. Как подошла свадьба к концу, краб, счастливый, гордый, ушел, а жена вслед за ним. В полночь краб сбрасывал свою шкуру и превращался в прекрасного юношу. Недалеко от его дома у Раджи конюшни были. Он ходил туда, брал лошадей и принимался скакать вокруг деревни, пока совсем их не загоняет. Вот Раджа раз пришел на конюшню разузнать, в чем тут дело. А конюх ему говорит: «Я их кормлю лучше некуда, а они чахнут». Ночью Раджа притаился за стенкой и стал ждать. Видит, краб сбросил шкуру, сделался юношей и пошел скакать на конях вокруг деревни. Позвал Раджа дочь и велел ей ближайшей же ночью сжечь крабью шкурку. С вечера она начала притворяться, что устала сильно. А как юноша вышел, взяла и сожгла крабью шкурку. Приходит юноша, а шкурки нет. Стало ему стыдно за свою наготу. Завернулся он с головой в одеяло, так и заснул. Наутро не захотел он с кровати вставать. Стыдился жене своей показаться без шкуры. А она одеяло сдернула и подала ему царские одежды. Тогда Раджа увидел, что зять его на самом деле настоящий царевич, и отдал ему половину своего царства.